Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео предлагаю разобрать мощнейший миф про Прометея. Потому что он является краеугольным камнем всей мировой мифологии. Почему? Да потому что там показано истинное строение Земли, истинные технологии, которыми обладали наши предки 3500 лет тому назад. Там показаны потопы, возрождение человечества. И кто же были эти люди, которые подарили нам сегодняшним науку, культуру, которую современная наука называет греками? От кого они на самом деле произошли? Потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего, а является только удобрением для других народов. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании Синтезтех. Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Такая вот концентрация такая усилилась. Когда начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. А у меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. Так, Прометей. Один из титанов древнегреческой мифологии. Защитник людей от произвола богов. Но он же царь скифов, двоюродный брат Зевса, сын Геры и Титана, одного из них, брат Атланта, Минетия и Эпитемия, супруг Гесиоды, отец Девкалиона. В чем же смысл? Смысл в том, что все искусства у людей от Прометея, как говорили древние. А если провести родословную, то Прометей, Девкалион и легендарный Эллин, тот, кто является современными греками. Потому что само название греков Эллины, а наука их уже назначила на должность греков. И, о чудо, у этого Эллина были дети: Дор, Ксуф, Ахей, Ион и Эол. Ксуф — это и есть скиф. Да, искажение небольшое, но скит — это защищенное поселение. И скуф — это защищенное поселение. То же самое эти дарийцы, ахейцы, ионийцы, мы тоже их много раз видели в прошлом. Потому что это обычные славяне, да. Потому что когда я вам рассказывал про изначальные легенды славян, я напоминал, что есть два основных рода. Дарийцы. Да, потому что их изначальная планета была Марс. Как названы они у греков? Дарийцы. А харийцы превратились в ахейцев. Сами же славяне в виде святорусов и рассенов стали прародителями. У них был Ной. Не верите? А на самом деле все это есть подтверждение вас и сегодня. Обратите внимание на изображение слева. Как вы прочитаете надпись вверху? Вы-то читаете слева направо, а другим-то оставили возможность читать справа налево. Поэтому, если вы не знаете, тем более древнерусской буквицы, вы прочитайте как Ной. Хотя здесь написано, первая буква — это Оц, он наш. Кто отец славянского рода? Дач Бог, внутреннее солнце земли. И то же самое мы находим у тех же хеттов, хаттов, которые изначально говорили, что бог солнца — это Эстан. Это солнце, так и есть. В небольшом искажении по-хетски это звучит как Истанус, то есть Иисус современный. А Хорс — это ход солнца. Почему Хорс у нас есть зимний, летний, весенний, осенний? То есть круг солнца, Земли и солнца, который мы каждый год получаем. То же самое мы видим, что хетский бог грозы Тархунт, он же Тарх,
Потому что устройство нашей Земли звучит как Дачбог – это внутреннее Солнце, Тарх – это поверхность, Перунович – это как раз магнитосфера, его сестра Тара. Это важно, потому что через 2500 лет вы найдете опять же каких-то неизвестных тартар. А это как раз дети Тарха и Тары. Плюс, опять же, этот Тарху написан как раз тот, кто отвечает за всю погоду. Ну, дающий Бог, Бог, который дает жизнь, урожай при помощи того же дождя. Без дождя урожай невозможен. Ну, может, это мне показалось, ну, почему-то это показалось не только мне, но и всей мифологии. Потому что в греческой мифологии есть Япет или Апет. То есть, один из титанов, сын Урана и Геи, супруг Океаниды. Либо Океаниды Асии. Ну, Асия это есть... Ас это бог, живущий на земле. Потом вся Азия это просто и есть Асия. Она родила ему Атланта, Минея, Прометея и Эпиметея. Он является прародителем человеческого рода в древнегреческой мифологии. Он участник Титаномахии, воевал на стороне Кроноса, это внутреннее солнце, кто не знает. Был сброшен Зевсом в Тартар, разделив судьбу братьев. Это опять же важно, потому что через 2500 лет вы найдете каких-то тартар непонятных, откуда взявшихся, так они отсюда. То же самое мы видим в другой мифологии. Иофет, а по-русски это просто расширение. Те, кто получили максимальное расширение. Библейский персонаж. Библия это книга. Когда у вас Библии много, у вас получается библиотека. Кто он такой? Один из 3 сыновей библейского персонажа Ноя, ну, которого мы только что видели. Спасшийся вместе с ним во время всемирного потопа. Следовательно, один из родоначальников человечества. В средневековой и ранней современной европейской традиции он считался, внимание, прародителем европейских народов, то есть белых. Если уточнить, то там у него был сын 4, Иван. Да, можно искажать как Яван, Юнан, Йон. То есть 4 сын Иофета, внук Ноя. Святитель Исидор Сивильский считал, что от Ивана произошли ионийцы, они же греки. От Елисы произошли греки Элизеи, также именуемыми иолийцами. Вот те иолийцы, которых мы не знали, куда отнести. Оказывается, они опять же от тех же ионийцев произошли. От Фариса киликийцы, от Китима киты, то есть киприоты, от Доданима родосцы. Ну, кит это тоже такое защитное сооружение, отсюда скит. Отсюда же жители скитов, скифы. Вот и все. То есть, ну и про царевича Елисея вы тоже, я думаю, помните. Греки, на самом деле не греки, а как раз эллины. Это их самоназвание. То есть нам говорят, что это народ сформировался в 1 тысячелетии до нашей эры. Хотя те мифы, что я вам читал, это примерно 3500 лет тому назад. Основное население Греции и Кипра. У них прародитель Эллин. А по другой версии, они происходят от Элиса, сына Ивана, правнука Ноя. Ну, все то, что я вам только что и рассказывал. Хотя, если быть честными, ну, современные греки, мягко говоря, не совпадают с теми статуями, которые там 3500 лет назад были поставлены. Это уже сегодня ясно доказано. Ну, и, соответственно, после таких количеств катастроф, войн, утверждать, что это одни и те же греки, ну, мягко говоря, не получится. Потому что все... можно судить по поступкам, по деяниям. А они, мягко говоря, утеряли огонь творения. То есть люди другие. Но что-то они сохранили. В том числе и название своей изначальной религии. Если правильный перевод, то звучит она как православие. Ну так извините меня, это полностью славянская легенда. Потому что правь это божественный мир внутренней части земли. А славь это мир, который находится над нами. Это 2 божественных высокоразвитых мира. Я недавно показывал вам видео, как представляется строение нашей Земли, если разделить его по мирам. То есть вверху над нами существуют летающие города. Или мир славы, мир богов и предков. Откуда пришла янская и иньская энергия на нашу поверхность Земли. То есть это те, кто пришли из высокодуховных миров, чтобы сделать явную жизнь лучше. Соответственно, опять же, после смерти эти души возвращаются наверх и попадают во внутренние полости, где есть правь. Откуда происходит управление всеми биологическими процессами на Земле. Поверхность Земли это явь, а под нами существует темная навь и светлая навь или чистилище, за которой опять же идет правь. И она же райский этот сад с вечным летом.
Ну, это и есть строение нашей Земли, которое я показывал в видео. Внизу этих корней этого древа змей, которого Солнце такое круглое контролирует. Отсюда многие мифы про контроль этого змея, про убийство. Ну и то, что я показывал в предыдущих видео. Вот как устроено по мирам именно наше мироздание. Наш мир, то есть вверху над нами славь, потом явь, навь в двух видах, а потом правь. Те, кто высокодуховные личности, пришли из прави или из славы. Отсюда православие. Вот и весь секрет строения мира. И то же самое мы находим в мифах о создании людей Прометеем и Афиной. Так Афина — это жительница мира славы, то есть мира над нами. Олимпова, круглых летающих магнитных платформ. Они, оказывается, вылепили людей из глины, смешав землю с водой, создал их смотрящим в небо согласно богам. Это сделал Прометей. Ну, Афина вдохнула в них как раз эту жизнь, дух, то есть душу. Соответственно, опять же, по этому же мифу, когда распределяли способности, животным они достались, а человеку не осталось. А поэтому Прометей похитил для них огонь, чтобы они как бы получили новые возможности благодаря технологиям. А вот кто такая Афина? Я же повторяю, это жительница мира славы. Она дочь Зевса, она родилась из его головы. У нее на руке всегда Ника, крылатая богиня. А ее птица Сва. Сва — это небеса, она же сова. Все это мы уже видели. А где же мы это видели? Потому что Сва, она же слава. Она же матерь, жена Сварога, матерь Сва. Она изображалась как раз с крыльями. Ее сила заключалась в магическом слове. Она напоминает русам о их славном прошлом и зовет их на новые подвиги. Даже в трудный час не оставляет их одних, а сама набрасывается на врага, предвещая им победу. Она же птица Сва или Слава, это жар-птица, один из символов как раз Руси. Она же птица Ра, возрождение из пепла. Александр Вельтман в своем труде «Индогерманы» или «Сайвани» очень хорошо показал, как эта богиня происходит из Индии древнейшей, как распространяется по всему континенту, ну и как перенимают все эти данные римляне и на греческой земле, и на Ближнем Востоке, ну и на Дальнем, кстати. То есть мы это уже читали в предыдущих видео, переходите, посмотрите, он там как раз очень хорошо все это рассмотрел и показал. Сделано это еще в 19 веке. Самая важная часть мифа о Прометее — это похищение огня. То есть он похитил огонь у Гефеста с Олимпа и передал его людям. То есть, опять же, Прометей тоже житель Олимпа, то есть, который имеет связь с поверхностью Земли и самого Олимпа. Помогает людям как бы стать лучше. Опять же, кто помогает Прометею? Афина. Ну, все может быть. То есть, говорят, что это может, скорее всего, неправильное прочтение санскритского слова праматра, то есть палочка для добывания огня, которую он якобы изобрел. Вот вам справа показывают, что, ну, может что-то такое, типа пару палок, одна струна, вот тебе добывание огня, или там, вот, кресало. Но по мне, все это примитивно, это человечество давно имело. За что же его можно было наказать, что же он мог украсть у богов кузнечного дела, чтобы передать людям? Добывание огня при помощи оптики, при помощи оптических технологий. Потому что слева это линзы, которые находят ученые по миру, на Ближнем Востоке, в Греции, в Риме. Но они отказываются их признавать, потому что современная оптика, ну, это где-то 17 век. А этим линзам 1000 лет. И они говорят, нет, такого не может быть. Как же они могли быть высокоразвитыми? А зачем это надо? Это надо в том числе и благодаря современным технологиям. Мы понимаем, что, например, площадью зеркал в 93 метра квадратных можно получить концентрацию в фокусе 2200 градусов. При том, что плавка железа это 1538. То есть для того, чтобы плавить железо, достаточно собирать солнечный свет. Когда мы говорим про широту там Греции, того же Ближнего Востока, то солнечного света там достаточно. А вот получить эту температуру при помощи той же древесины фактически невозможно. Про уголь, говорят, они узнали очень поздно. А как же они железо тогда плавили? Так может они плавили как раз при помощи оптических технологий и зеркальных технологий. Может те театры, это не театры, как раз места, где сконцентрировался солнечный свет. Для выплавки в том числе и железа. То есть технологии, которые мы в наше время только начинаем осваивать. За похищение этого огня Гермес
либо Гефест приковал его к Кавказским горам или горам в Скифии. И для того, чтобы Прометей терпел мучения за помощь смертным, прилетал каждое утро орел и выклевывал у него печень. За ночь она отрастала, он обратно прилетал, и такие мучения у него длились постоянно. Сколько длились, неизвестно. По одному мнению, где-то от 260 лет до 30 тысяч лет. То есть неизвестно, сколько лет этому Вифу. Ну, пускай даже 260 лет. Когда же закончились его мучения? Когда его освободил Геракл, один из подвигов Геракла, он убил этого орла, и было это примерно перед Троянской войной. То есть примерно 1200 год до нашей эры. То есть у нас и даты примерно и есть этих событий. Но это очень важно. Причем тут печень, вы скажете? Прометей, печень. Потому что когда производились раскопки в Аркаиме, то на Южном Урале открыли арийскую синтажскую культуру. Примерно второе тысячелетие до нашей эры. И неожиданно они нашли сходство с хетской цивилизацией. Но в руинах вот этой синтажской культуры были найдены глиняные макеты печени с обозначением гадательных секторов и точек. Что, в принципе, считалось обычаем древних этрусков, которые переняли у них римляне. Но это не только этруски, это греки. Это как раз Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия. То есть все те места, где жили славяно-арийские народы, что мы видели в предыдущих видео. Справа от вас как раз вот это и есть артефакт Гаруспика. То есть гадания по печени жертвенных животных. А слева как раз показывается, где находилась эта синтажская культура. Где и были найдены, кстати, колесницы, обработка железа. То есть высокие технологии, которые были принесены на Ближний Восток. Тоже, читая миф про Прометея, находишь очень здравые мысли. Потому что вам говорят, вот там жертвы богам, жертвы богам, жертвы богам. Здесь это все четко объяснено, что они ж не были, как говорится, недоразвитыми. И здесь рассказывается про обман Зевса в Миконе. То есть Прометей разделал тушу быка, сложив в одну кучу съедобное мясо, шкуру, которую можно для изделия использовать, и прикрыл это все дурно пахнущим желудком животного. А другую кучу положил там кости, куски жира и дал выбрать Зевсу. А Зевс как бы обманулся и выбрал вот это кости и жир. И из-за этого ранее типа животных сжигали целиком, теперь лишь кости. Ну, объясню для нормальных людей. Все, что можно было съесть, как бы жрецы оставляли храму, паломникам и кормились сами. А все остальное, ну, чтобы оно не гнило, не издавало смрад, его просто надо было утилизировать. То есть, по-русски говоря, сжечь. Ну, а сжигая, мы, как говорится, наш мир от духовного отделяет огонь. Когда мы сжигаем, ну, теоретически, вот мы отправляется что-то в изначальный духовный мир. В том числе и душа животного. Поэтому, как бы, дар богам. Но здесь нет речи про какие-то там кровные жертвы. Здесь речь идет про утилизацию того, чтобы не приносило болезни, неприятный запах. И про использование людьми то, что им нужно для жизни. В том числе и жрецами. То есть, когда вам говорят, что они там подарили богам что-то в виде животного, то знайте. Ну, они нормальные люди, все, что можно было съесть, съели, что невозможно съесть, там, использовать, они просто сожгли. Вот и все. И здесь очень здраво это описано. Ну, так это и так и есть. Ну, надо быть нормальными людьми и понимать правильно, о чем образно говорится. Плюс миф про Прометея содержит указание, что Прометей указал Гераклу дорогу к Гесперидам. Так Геспериды жили в саду и не охраняли золотые яблочки бессмертия. А чтоб сами же Геспериды их не воровали, за этими яблоками следил зверюга в виде типа дракона, типа змея по имени Ладон. У него было 100 голов и 200 глаз. Он постоянно следил за яблоками. Вам ничего не напоминает? Женщины, яблоко, змей, яблоко, которое нельзя есть. Так вот это именно отсюда. Так вот эти Геспериды, они же Атлантиды, они живут у Атланта, где обитают гиперборейцы. И Прометей указал путь. А по факту это мир правили, внутренняя, как бы мир внутренней земли. То есть вот откуда все ваши мифы, они оттуда. Кстати, изучая учебник царских детей о походе Александра Македонского в Иномирье времен Ивана Грозного, нашел как раз такое описание, что ими был встречен 50-метровый гигант, который в горах был привязан
металлическими цепями и горел как бы в огне, там под ним лава была. То есть вполне вероятно, что это и был легендарный Прометей. А об этом говорит рост. То есть рост миров в славе, он намного выше нашего. И 50-метровый рост как раз характерен для тех, кто живет на Солнце. Об этом я в предыдущих видео рассказывал, посмотрите. То есть действительно перед нами Титан. Вполне вероятно, так и есть. Миф о Прометее, он еще более мощный, потому что, опять же, там рассказывается про Девкалиона, потомка Прометея. А он царь в Тие, в Фессалии. В чем суть? Суть в том, что Бог заранее приказал Девкалиону построить ковчег и приготовить там припасы для долгого плавания. Все человечество погибло из-за насланного Зевсом потопа. Девкалион и Пира 9 суток плавали по морю, а когда страшный ливень прекратился, пристали к берегу. Утверждается, что либо на Парнасе, либо на Сицилии. О чем это я говорю? Вам ничего это не напоминает? Я обращаю внимание, что 9 суток это один из древнейших славянских календарей. То есть 7 суток на поверхности, а 9 суток это время как раз внутри пола Земли. Об этом я в предыдущих видео говорил. Но вы эти легенды знаете, но в другом формате. Плюс, Девкалион и Пира не хотели оставаться единственными людьми на Земле, поэтому они попросили Зевса возродить человеческий род и получили совет бросать через голову кости праматери Земли. Девкалион догадался, что речь идет о камнях, он и Пира начали бросать камни, и те сразу превращались в людей. Брошенный Девкалионом в мужчин, брошенный Пирой в женщин. Так возник новый народ, которым Девкалион начал править. Вот оно, возрождение человечества после потопа. То есть, как раз Девкалион стал отцом множеством детей. Один из его детей, скорее всего, был Эллин. Считает сыном. Некоторые его считают сыном Зевса. В принципе, тогда как и скифов. То есть, здесь идет миф о возрождении человечества, о потопах. Но таких потопов было множество. То есть, в древние времена Девкалионов потоп как раз 1528 годом до нашей эры. Он датирован. А Гигов потоп это 1793 год до нашей эры. А где-то между 1300 до нашей эры и 1528 произошел Дарданов потоп. Когда точно, неизвестно. Где-то там и этот потоп произошел. Плюс тут рассказывается о Ноевом потопе, который произошел в 3284 году. То есть мы видим как минимум 4 потопа. И это очень нужно изучать, потому что раз они были в прошлом, они повторятся и в будущем. Соответственно, трудно говорить, что население той же Греции осталось неизменным после такого количества катастроф, потопов, войн, эпидемий, что там ничего не поменялось. Нет, поменялось. Население современной Греции это совершенно не то население, что было те же 3500 лет назад, что принесло туда науку, культуру, мифологию. Почему вы этого не знаете? Потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции национальных героев, обречена на вымирание. Вот и весь секрет. Не знаете прошлого, не имейте будущего. И помните, повторение мать учения. Новая информация никогда сразу с первого раза не усваивается. Смотрите видео столько раз, только нужно. И скачайте его. Плюс все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмете, она откроется. Либо интернет вам в помощь. Тоже в конечных заставках будут ссылки на продолжение подобных источников. И просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени. Напишите комментарий, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях, если вам это понравилось. Потому что на что обращайте внимание, того и становится больше, в том числе и здравомыслия. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.